Здравствуйте! Сегодня первый выпуск на моем YouTube-канале в этом 2023 году. Я надеюсь, вы отлично провели время, празднуя Новый год. Мы вот с женой очень весело встретили Новый год. Скажем так, настолько весело, настолько неординарно, как мы не встречали ни один Новый год в своей жизни. У нас есть такая традиция днем ходить не в баню 31 числа, а просто пройтись и прогуляться вдоль набережной. Раньше мы с женой жили в Мариуполе, и мы гуляли по набережной Морской. Сейчас мы гуляем по набережной Речной вдоль берега Днепра. Наш дом находится в 200-300 метрах от реки, и мы всегда с удовольствием днем прогуливаемся. 31 декабря прошлого года это был прекрасный солнечный день, и мы с женой вышли, чтобы пройтись, прогуляться днем. И вот только вышли, и началась бомбежка и обстрел города Киева. Взрывы были такой силы и такой громкости, где-то было рядом с нашим домом. У меня сбилось дыхание, сердце, и началась тахикардия, аритмия, что-то такое, но сбивается ритм сердца от звуковой вот этой воздушной волны, которая на вас давит. Громкость взрыва была просто колоссальная. Наши соседи начали фотографировать дым над нашим домом. Вот. И вот такая у нас получилась прогулка. Взрывов было очень много, это длилось довольно-таки долгое время. Потом мы видели 1 числа, как наши военные собирали осколки ракет вдоль той дорожки, где мы ходим, прогуливаемся вдоль берега Днепра. Вот. А потом у нас был Новый год, и пробило 12 часов, мы выпили шампанское, и через полчаса, как часы пробили 12, то есть 12:30, снова начался обстрел. У нас дрожали стекла в квартире, во дворе, вот все машины, которые стоят вокруг дома, сработали у них сигнализации. Я выглянул в окно, по небу бродили лучи прожекторов, вот как вот мне напомнило это Вторую мировую войну, когда вот показывали фильмы, в советское время их было очень много, нас кормили такими фильмами. И очень много вот показывалось ночью, там бегают прожекторы, ищут то ли самолет, это не знаю что. Вот. И вот точно такая же была картина на ночном небе нашего города Киева. Потом так как-то немного улегло, и в 2 часа ночи вторая волна, опять стекла дрожат, машины подпрыгивают во дворах, и взрывы, и один взрыв был прямо над нашим домом, ну, осветил небо так, как будто это день настал. Вот. Погибли люди в Киеве в новогоднюю ночь. Для кого-то Новый год стал последним. Были раненые. Погибли как пожилые люди, так и молодые. Вот девочка 22 лет. Дело в том, что бомбежка шла по многим городам Украины одновременно. Вот так вот наши соседи решили нам помочь отметить Новый год. И были раненые дети, тяжело раненые дети, вот подростки 13-14 лет. Погибли как молодые, так и пожилые, как я говорил. Но вот такой у нас был Новый год. Воздушная тревога, отбой воздушной тревоги был без 5 минут 5 утра. Видно, русские уже напились, отгуляли и решили дать нам возможность отдохнуть. Ну, а теперь я вот просто хочу спросить у русских граждан, которые смотрят мое видео: господа, дамы, а как бы вы относились к людям, кто вот так вот помог бы вам провести Новый год? Что бы вы о них сказали? Вот то же самое и говорю я, то же самое о них думаю и я. Ни на миллиметр больше, ни на миллиметр меньше. Ну, давайте о музыке. Сегодняшний выпуск символично будет посвящен рок-группе под названием «Европа». Как вы знаете, Украина в прошедшем году получила официальный статус кандидата в члены Евросоюза.
Это для нас, украинцев, очень большое достижение. Как вы знаете, украинцы имеют безвизовый въезд в страны Евросоюза, и вот теперь наша страна стала кандидатом в члены Евросоюза. И вот группа, о которой я буду сегодня рассказывать, она называется очень просто «Европа». Шведская рок-группа «Европа». Ну вот хотя бы одну песню этой группы знают, ну скажем так, почти все. Это известнейшая группа, работает она давно. За время своей деятельности группа «Европа» выпустила 11 студийных альбомов, 3 концертных и там всякие сборники, видеоклипы. Из 11 студийных альбомов этой группы в моей коллекции присутствуют 7 альбомов. То есть я купил для своей коллекции 7 из этих 11. Но не все из этих 11 альбомов выходили на виниле. Да, как бы свое оправдание говорю. Ну, некоторые выходили на виниле, но у меня, к сожалению, нет. И вот сегодня я расскажу о тех альбомах, которые я купил, и даже скажу обязательно пару слов о тех альбомах, их, которые я не приобрел для своей коллекции. Ну а начну с того, что расскажу вам немного о самой группе «Европа». Шведская рок-группа «Европа» была основана вокалистом Джоуи Темпестом, настоящее имя Рольф Магнус Яким Ларсон, год рождения 63-й, и гитаристом Джоном Нормом, год рождения 64-й. Оба парня почти мои ровесники, хотя немного моложе. Группу ребята основали в 1979 году в пригороде Стокгольма. И первое название, которое они дали своей группе, было «Force» – «Сила». На формирование музыкального стиля и сценического образа группы повлияли такие группы, как Whitesnake, Deep Purple, Rainbow, Led Zeppelin, Thin Lizzy, UFO и группа Майкла Шенкера. В первый состав группы вошли Джоуи Темпест, Джон Норм, Петер Олсон и Тони Рено. В первый период своего существования группа относилась к жанру глэм-метал, но после возрождения перешла на современный хард-рок и хэви-метал. Свои первые демозаписи ребята записывали, когда им было всего лишь 16-17 лет. Джоуи Темпест рассказывал: «Я помню, когда мы основали группу Force. Мы играли каверы в репетиционной комнате, потому что мы просто хотели научиться играть на своих инструментах. Ну, как и все группы. Были какие-то идеи, так что я принес свои в репетиционную, и именно тогда мы начали писать свои собственные вещи». Первое время группе не удавалось продвижение, так как звукозаписывающие компании, которым они высылали свои демозаписи, требовали обрезать волосы, петь на шведском языке вместо английского. Звукозаписывающие компании отказывали парням, заявляя: гитары были слишком громкими, а их волосы слишком длинными. И эти трудности привели к уходу из группы Олсона. В конце концов, место Олсона занял Джон Левен. В 1982 году, благодаря девушке Темпеста, группа попала на телевизионный конкурс Rock SM. Это такой вот чемпионат Швеции по року. И, кстати, в том году он проводился впервые. И вот на этом конкурсе группа впервые выступила уже под названием «Европа». Это название было придумано, исходя из названия альбома Made in Europe группы Deep Purple. Группа «Европа» выиграли телевизионный конкурс благодаря 2 песням «In the Future to Come» и песне «The King Will Return». Наградой победителем конкурса стал контракт со звукозаписывающей компанией Hot Records. Также Джоуи Темпест и Джон Норм получили отдельные премии в номинациях «Лучший вокалист» и «Лучший гитарист». Дебютный одноименный альбом группы вышел в 1983 году на лейбле Hot Records. Альбом не добился какого-либо значительного коммерческого успеха, не получил какой-либо сертификации, хотя таки и занял 8-ю позицию в шведском чарте. А сингл Seven Doors Hotel попал в топ-10 в Японии. Я не покупал этот альбом для своей коллекции. Хотя это вполне хороший металлический альбом. Голос вокалиста Джоуи Темпеста, наверное, еще не был таким душевным, каким он станет позже, ведь в то время Темпест был юным и не имел опыта, который он приобрел далее. Музыка альбома проста, никаких излишеств. Уже чувствуется, что гитарная работа Джона Норма будет иметь хорошие перспективы. Инструментальные партии Норма обычно дерзкие и запоминающиеся. Его соло напоминает звучание группы Thin Lizzy.
Этот альбом был спродюсирован группой самостоятельно, поэтому звучит очень сыро. Тем не менее, не всем группам, которые в начале своей карьеры занимались самопродюсированием, удавалось добиться таких же хороших результатов, как это удалось сделать группе Европа. Для 1983 года и группы молодых неопытных парней их дебютный альбом все-таки это очень хорошая работа. Превосходная музыкальность, мелодичность, многообещающий вокал, игра на барабанах не сильно выделяется, но тем не менее хороша. Хорошая и уверенная работа бас-гитариста. Сейчас дебютный альбом группы Европа считается очень недооцененным образцом мелодичного хэви-металла, а временами почти пауэр-металла. Кстати, только двое членов группы, это Джон Левен и Джоуи Темпест, принимали участие в записи всех студийных альбомов группы. В 1984 году выходит второй студийный альбом группы, который назывался Wings of Tomorrow. Этот альбом в моей коллекции представлен переизданием, которое было выпущено на год позже, в 1985 году в Голландии. Альбом вызвал интерес со стороны Epic Records, Нью-Йорк, теперь это Sony Music. Они подписали с группой контракт на $1 миллион на запись 5 альбомов. Я думаю, что одним из самых важных альбомов для группы был Wings of Tomorrow, вспоминал Tempest. Мы учились писать песни, и Джон Норм начал играть действительно классные вещи на гитаре. Это был хороший период для группы. Тони Рено решил покинуть группу, так как, по словам других музыкантов, он менее техничен и не соответствовал их уровню. Заменой ему стал Ян Хаунгланд, тоже принимавший участие со своей группой в рок-конкурсе, выигранном Европой. Альбом отмечен как единственный в каталоге группы, который не попал в топ-10 Швеции. Хотя такие песни, как Scream of Anger и Open Your Heart, Stormwind сразу стали хитами. Альбом открывается треком под названием Stormwind. Это один из хитов группы. В песне есть убойные рифы от Норма, он играет соло, которое считается одним из лучших того времени. Вокал Джоуи парит в песне и находится в прекрасной форме. Музыка становится все тяжелее с почти спид-металлическим следующим вторым треком Scream of Anger. Первоначальное название этой песни было Black Journey Through My Soul. Партия на барабанах была настолько тяжелая, что Тони Рено не мог выдержать правильный ритм, поэтому группе фактически пришлось использовать драм-машину. Следующая песня – это баллада Open Your Heart. Ее простота является частью ее очарования. Песня стала хитом, а для нее группа сняла видеоклип. В 1988 году группа Европа перезаписала этот трек в более оркестровой версии для альбома Out of This World, а также повторно выпустила песню в качестве сингла. Со следующей песней Treated But Again группа возвращается к тяжелому року, напоминая чем-то творчество группы Whitesnake. Вещь драйвовая. Джо Темпест демонстрирует прекрасный вокал. Когда группа становится тяжелой, а они становятся потрясающими. Первая сторона пластинки заканчивается гитарным инструменталом длительностью 2,5 минуты. Это хороший, не классический хард-рок. Трек был написан Джоном Нормом и называется «Эфезия». Трек дает нам полное представление о таланте гитариста Норма. В этом треке отлично отработал и барабанщик Тони Рено. Вторая сторона пластинки начинается с заглавного трека Wings of Tomorrow, гитарный шрединг, тяжелые барабаны, красивый тяжелый трек. Тяжелой группе явно к лицу. Следующий трек Wasted Time усиливает впечатление от предыдущей песни, продолжая прекрасное инструментальное исполнение с органично звучащим вокалом. Гитарист Норм демонстрирует виртуозность игры. Он явно является одной из основ этой группы в музыкальном плане. Wasted Time – это типичный металл 80-х в стиле немецких рок-групп и хороший прототип мелодичного пауэр-металла. Следующий трек Lion Eyes – лживые глаза, заражает энергетикой, динамичный, драйвовый. Каждый из участников группы отрабатывает свою партию на все 100. Далее на этой стороне пластинки следует баллада «Мечтатель», дарующая слушателю расслабление, космическое атмосферное ощущение. Джоуи поет намного мягче и со всей своей магией, на которую он только способен. Трек несколько сентиментальный. Эта песня не о любви, это песня об одиноком человеке с большими мечтами. Dreamer – мощная баллада с великолепной магией и атмосферой в стиле Scorpions, особенно вступление и соло, а также общая конструкция. Альбом заканчивается треком Dance the Night Away. Несмотря на название, это не танцевальная песня.
Это рокер со сверхбыстрым темпом, который заставляет вашу голову и ноги двигаться. Гитарная работа Джона Норма снова великолепна. Он потрясающий гитарист. Риф и соло, несомненно, заразительны, и хотя они просты, они по-прежнему наполнены энергией и эффективны. Голос Джои Темпеста, парящий и страстный, звучит искренне эмоционально. Бас и ударные отлично вписываются в общую палитру. Winds of Tomorrow – это определенный альбом, который нужно заново открыть и переоценить. Альбом демонстрирует таланты Джои Темпеста как композитора, единственного композитора 8 из 10 треков. В сочетании с высоким уровнем вокала и гитары, что делает альбом Winds of Tomorrow таким желанным для любителей мелодичной тяжелой музыки. В 1985 году руководитель лейбла Epic Records обратился к группе Европа с предложением помочь их записать их следующий альбом с участием продюсера группы Journey Кевином Олсоном. Группа согласилась на такое предложение, и в 1986 году выходит очередной третий студийный альбом группы под названием The Final Countdown. Заглавная песня этого альбома, как я и говорил ранее, известна почти каждому. Я где-то около 10 лет назад купил оригинал этого альбома в запечатанном виде. Это была большая удача. Этот экземпляр простоял у меня на полке где-то около 10 лет, и когда у меня возникли определенные финансовые трудности, я вынужден был его продать. И вот пару месяцев назад, в прошлом году, я, находясь в Польше, купил себе переиздание этого альбома. Оно обошлось мне 24 евро. Это переиздание 2020 года. Я все-таки считаю, что такой альбом должен быть в коллекции каждого любителя рока. Альбом The Final Countdown занял позиции в первой десятке в 12 чартах. Получил 4 сертификации. Альбом поднялся на 8 место в американском чарте Billboard 200. Даг Стоун из сайта AllMusic назвал данный альбом одним из самых ярких, выдающихся в истории. Одноименная песня стала международным хитом всех времен, заняв первое место в 25 странах, в таких, например, как Великобритания, Франция, Испания, Германия. Второй трек альбома «Rock the Night» попал в топ-10 парадов европейских стран. Мощная баллада Кэрри заняла третье место в чарте Billboard Hot 100. Альбом принес группе международную славу и был продан тиражом более 15 миллионов копий. Однако, после выхода этого альбома Джон Норм решил покинуть группу, разочаровавшись в доминировании синтезаторов при производстве. На его место был приглашен гитарист Ки Марселло. The Final Countdown – это первый альбом, в записи которого приняли участие клавишник Мик Михаэли и барабанщик Ян Хаугланд, и последний, в котором принял участие гитарист Джон Норм до его возвращения в 2004 году, и когда группа записывала альбом Star from the Dark. Из альбома было выпущено 5 синглов. 8 из 10 треков альбома были представлены в комедийном фильме 2007 года выпуска. Фильм назывался «Hot Rod». Альбом The Final Countdown звучит очень похоже на свою эпоху. Синтезаторный, тяжелый, четкие барабаны и насыщенные реверберацией вокал. На самом деле этот альбом не дает справедливого представления о подлинном звучании группы. Как говорят, ни один уважающий себя шведский металлист не хотел бы, чтобы его поймали напевающим песню The Final Countdown. Но все они взяли страницу из жизни группы Европа, изучая их концертные выступления, отслеживая их успех и осознавая, насколько они невероятно профессиональны и надежны во всех аспектах исполнения своей музыки. У них не было передоза от наркоты, они не опаздывали на концерты, они не были в желтой прессе с какими-либо грязными историями, они не забывали тексты своих песен или соло на концертах. Собственно говоря, Европа всегда звучала на концертах лучше, чем в студии. Они были всегда великолепными профессионалами, и они устанавливали планку для групп, которые последовали за ними, независимо от того, были ли они в одном жанре с ними или нет. Как говорят, The Final Countdown – это песня, которую мы любим ненавидеть, но все равно она нас заводит, когда мы услышим ее где-нибудь вживую на концерте. Это замечательный рок 80-х. Альбом является ярким представителем духа того времени.
Следующий, четвертый студийный альбом группы под названием Out of This World был выпущен в 1988 году. Я для своей коллекции купил оригинал этого альбома, выпущенный в Великобритании на красном виниле. Самым большим хитом с альбома стал трек Superstitious – «Суеверный», который занял 31 место в Billboard Hot 100 и 9 место в Mainstream Rock Tracks. Superstitious станет последней песней группы, попавшей в чарты США. Альбом был записан в студии Olympic в Лондоне. Он имел большой коммерческий успех, только в США было продано более миллиона экземпляров. По мнению критика из AllMusic, с одного взгляда на название некоторых песен становится ясно, что альбом содержит множество сюрпризов. Группа показывает завидное мастерство исполнения глэм-металла. Вокалист Джои Темпест максимально вкладывается в исполнение песен, радуя поклонников группы новым материалом. Альбом был под номером 19 в чарте Billboard 200 в США и достиг высоких позиций в чартах по всему миру. А в июле 1988 года трек Superstitious попал в топ-40 Великобритании на 34 место. Песня также достигла номера 1 в Норвегии и Швеции. В этой песне есть все: душевная атмосфера, европейские клавишные, абсолютно ослепительное гитарное соло Ки Марчелло и много органа, чтобы дополнить эту мягкую атмосферу. Сам альбом стал самым продаваемым альбомом в Швейцарии. Альбом достиг платинового статуса в Соединенных Штатах, золотого статуса и платинового в Канаде и Швейцарии. Слушая этот альбом, у вас появляется ощущение, что группа Европа немного смягчилась. Трек Open Your Heart был ремейком песни из альбома Winds of Tomorrow 1984 года. Перезаписанная версия песни великолепна. Несмотря на то, что песня была балладой, она стала хитом. Во многих треках альбома проявляется талант авторов песен, да, собственно говоря, как и их талант как исполнителей. Последний трек альбома, песня Tomorrow, была фортепианная пьеса Джои Темпеста, которая является одной из лучших его композиций. Он действительно завершает альбом на грустной, дождливой ноте. Следующие 3 студийных альбома, выпущенные группой Европа, я не покупал для своей коллекции, но тем не менее кратко о них расскажу. Prisoners in Paradise – «Заключенные в раю». Это 5-й студийный альбом рок-группы Европа, выпущенный в 1991 году на лейбле Epic Records. Для записи этого альбома группа в 90-м году переехала в Лос-Анджелес. Альбом выходил на виниле, CD и кассетах. С него вышли такие хиты, как заглавный трек Prisoners in Paradise и песня I Will Cry For You. Альбом не попал в чарты в США. Prisoners in Paradise – последний альбом с участием гитариста Ки Марчелло. Гитарист Ки Марчелло заявляет в своей биографии 2011 года, что Боб Рок был первым, кто был выбран продюсером этого альбома, и сначала согласился на совместную работу с группой Европа, но после отказался ради своей работы над одноименным альбомом группы Metallica. Альбом был спродюсирован Бо Хиллом, но вот не самый лучший выбор продюсера и не самое лучшее продюсирование. В общем, звучание группы стало каким-то рядовым из сотен подобных альбомов в начале 90-х. Неплохая вещь I Will Cry For You, запоминающаяся композиция All or Nothing. И здесь есть такая одна классная вещь, классическая великолепная песня, заканчивающая альбом. Это трек «Девушка из Ливана». Песня звучит ритмично, но не в такой невыразительной манере, как остальная часть альбома. Здесь отличный припев, это хорошая песня. И единственная, действительно на 100% классная песня на альбоме. Ее еще долго группа играла потом на своих концертах. С коммерческой точки зрения этот альбом Европы был полным провалом, и у группы наступил 10-летний перерыв. В 1992 году группа распалась, хотя формально это позиционировали как перерыв в их работе. Вокалист Джои Темпест занялся сольной работой, а остальные участники разбрелись по другим проектам. Контракт группы с лейблом Epic Records был расторгнут. В 1999 году участники группы Европа объединились на короткий промежуток времени, чтобы выступить на концерте в Стокгольме с песнями The Final Countdown и Rock the Night. Через 4 года в прессе было опубликовано официальное заявление, что группа воссоединилась и работает над новым альбомом. Группа воссоединилась в 2003 году в составе, который работал над альбомом The Final Countdown.
Джон Норм официально вернулся в группу как единственный лидирующий гитарист. Джои Темпест в интервью заявлял, что они хотели его возвращения уже давно. Лишним поводом стало то, что Ки Марселло был слишком занят собственными проектами и не был заинтересованным снова играть в стиле Европы. Свой шестой студийный альбом под названием «Start from the Dark» группа Европа выпустила в 2004 году. Этот альбом уже на виниле не издавался, а выходил только на CD и кассетах. Джои Темпест назвал альбом повторным дебютом группы в связи с современной модернизацией звука и сменой жанра. Так же, как и Final Countdown, альбом был спродюсирован Кевином Элсоном. Это был первый релиз группы с момента реформирования в 2003 году. Первый оригинальный альбом с полностью новым материалом после выхода Prisoners in Paradise в 1991 году. И первый альбом с участием оригинального гитариста группы Джона Норма после записи альбома The Final Countdown 1986 года. Альбом Start from the Dark отходит от жанра глэм-рока и отличается более современным звучанием по сравнению с первыми альбомами группы. Как говорил Джои Темпест, мы хотели сделать что-то немного более актуальное. Мы просто хотели начать как новая группа. Ребята определенно решили не перестраховываться и не перефразировать славу 80-х. Кажется, они действительно попытались модернизировать свое звучание, чтобы оно соответствовало времени. Риф, атмосфера и темы довольно тяжелые, даже по современным меркам. Голос Джои Темпеста все еще в прекрасной форме, даже если он и не поднимается так высоко, как на пластинках 80-х. Он не упускает ни одной детали и звучит так же хорошо, как и 20 лет назад. Джон Норм привычно великолепен на этом альбоме. Его мощная гитара проявляется на протяжении всего альбома и даже в более мелодичных песнях, таких как Hero и Settle for Love. Его уникальный стиль гитары затмевает всех. Клавишные всегда были большой частью звучания группы Европа, но здесь они действительно отошли на второй план, на большей части альбома. Продюсер Кевин Элсон приложил немало усилий, чтобы сделать каждый трек качественной композицией. В общем, группа действительно стала звучать куда современнее, чем в 80-х. А вот хорошо это или нет, это решать слушателям. В конце концов, альбом был продан тиражом более 600 тысяч копий по всему миру. Secret Society – это седьмой студийный альбом шведской рок-группы Европа. Альбом был выпущен в 2006 году. Опять же, альбом на виниле не издавался, а выходил только на CD и кассетах. Мы думаем, что это один из самых сильных альбомов, когда-либо сделанных группой, говорила об этом альбоме Джои Темпест. Для нас это было в некотором роде дебютным альбомом, поэтому мы хотели немного расшириться и вывести его на новый уровень. На этом альбоме группа продолжает демонстрировать гораздо более тяжелое звучание по сравнению с их работами 80-х годов, в то время как когда-то откровенно мелодичный вокал Джои Темпеста стал значительно жестче. Они заменили крутящиеся синтезаторы на более полный гитарный звук с пониженной тональностью в умелых руках Джона Норма. Группа, безусловно, заслуживает похвалы за то, что она спродюсировала и написала альбом полностью самостоятельно, поскольку они являются одним из немногих ветеранов рока эры 80-х, которым не пришлось просить помощи извне, чтобы заново изобрести и обновить свое звучание. Как показывает альбом Secret Society, Европе удалось создать альбом, который точно отражает звучание рок-радио того времени. В общем, на альбоме неплохой песенный материал авторства Джои Темпеста. Альбом ровный по материалу. Темпест считал, что этот альбом продвинул группу дальше и стал более мелодичным, чем предыдущий Start from the Dark. Как и на любом альбоме группы, здесь есть баллады. И на этот раз мы получаем пару приличных, мощных баллад. Группа Европа всегда будет говорить, что альбомы Start from the Dark и Secret Society были необходимы для восстановления группы и обновления звука. И их настоящей целью было вернуться к своим классическим рок-корням. Secret Society более тяжелый и альтернативный рок-альбом, он попал в 5 чартов. По словам группы, у альбома лучшая обложка альбома на сегодняшний день, разработанная и исполненная легендарным Стормом Торгесоном из Hypnosis. С этим альбомом британская рок-пресса начала серьезно относиться к группе. Группа продолжала гастролировать по всему миру, но теперь ее стали регулярно приглашать выступать в Великобритании, и количество посетителей концертов стало неуклонно расти.